Всем доброго времени суток. О чем хочу сегодня поговорить, это по поводу квадратного донышка. Квадратное или прямоугольное донышко. Видео в интернете, то есть на ютубе, да, очень много. Но многие просят, чтобы объяснила или рассказала я. Не вопрос, выполняю. Значит, что нужно? Трубочки. Я взяла обычные, простые, какие были. То есть сейчас дело не в самих трубочках, а в прямоугольном донышке. Значит, буду плести на своем пеноплексе. И что я делаю? То есть, как обычно, да. Вот, допустим, мы говорим сейчас о чем? Мы говорим о том, что у нас прямоугольное донышко на одинарных стойках. Вот. То есть я так думаю, что будет два варианта, даже не два, а 4. То есть первый вариант это сейчас прямоугольное или квадратное по-другому донышко на одинарных стойках с поднятием стенок, без оплетания по кругу. Сейчас все это будет понятно. Значит, выставляю наши стойки, да, как нам нужно. В вашем случае, как вам нужно. Беру булавочки. Я всегда ими пользуюсь. И вот так закрепляю стойки. То есть они одинарные. То есть вот стоячки. То есть это, наверное, больше это видео будет именно новичкам. Поэтому делаю именно для новичков. Может, конечно, и старичкам что-то пригодится, хотя я думаю, вряд ли. Ну, это так. Большое не буду. Ну, так, кусочек. Так, неважно, это короткая сторона будет или это короткая сторона. Смысл в чем? Вот это первые стойки. Первое, что я делаю, это выставляю первую трубочку. Допустим. Вот так, да. И вот так. Все. Это первая моя стойка. Вот, допустим, я выставила, да. Повторюсь, это способ тогда, когда у меня одинарные стойки и плетение будет сразу подниматься после того, как проплетется. Дальше все объясню. Значит, вот я поставила трубочку. Вот концы этой трубочки, они пойдут на угол. Вот поднимется, да, пока уберу. И вот. Вот они пойдут на угол. То есть один с этой стороны, один с этой. Вот у меня будет угол. Вот эта трубочка, которую вот я уложила, это именно для угловой стойки. Есть. Дальше. Дальше мы начинаем просто проплетать. Я загибаю вот кусочек, да, подставляю и начинаю проплетать наше донышко. Старайтесь не затягивать. Вот пальчиком удерживайте стойку боковую, да. Вот видите, если я тяну, то стойка выгибается. Вот она видно. Поэтому вот я чуть-чуть вот придерживаю пальчиком стойку на месте. Прижала вот. Завела. И только тогда отпустила. И точно так же мы идем в обратную сторону. Вот. И сейчас мы нарастим. Будем плести. Вот так. И проплетаем дальше. Точно так же с этой стороны снова. Раз.
Придержали и плетем в обратную сторону. Так. Вот так. Вот так. Вот так. Теперь обратите внимание, что всегда должно быть одинаковое количество. Вот у меня раз, два, три. Раз, два, три. 3 витка, 3 витка. То есть я так ориентируюсь, чтобы равномерно одинаковое было количество витков с обоих сторон. Так, вот, плетем. Значит, 3 с этой, 3 с этой. И теперь доплетаю до этой стороны. И, по идее, я должна как бы повернуть, да, и идти в эту сторону. Но я трубочку вот эту, которую плела, я ее оставляю на будущую нашу стойку, которая поднимется вот так. Ну, вместе с вот углом, да, вот который у нас был. Вот. И вот это и есть боковая стойка. Одинарная первая. Дальше. Теперь нам нужно, чтобы с этой стороны, то есть вот эти полосы, которые у меня расчерчены, это мне как указатель, где должны быть стоечки. То есть, ну вот одна стойка, значит, и с противоположной должна быть. Точно так же выставляю трубочку, вот хвостик столько, сколько вам нужно, вы регулируете, да? Подставляем, вот. И точно так же мы начинаем проплетать. Теперь в обратную сторону. Вот. Тут как раз хвостик хорошо. Вот. И проплетем в обратном направлении. Видите, здесь уже под низ у меня трубочки. Вот. Ну, точно так же мы плетем до следующей стороны. Снова по 3 витка с каждой стороны. Это как ориентир, что вот 3 виточка должно быть. Вот здесь 2, здесь 1. Значит, еще должно быть. Вот теперь 2 витка. Раз, два, три. Так. И здесь тоже 3 витка. Вот. Раз, два, три. Раз, два, три, да? Доходим. По идее, как говорила, разворот и идем дальше. Но нам нужны стойки. То есть мы вот выставляем стоечки. Одну оставили, теперь напротив другая должна быть. Снова подставляем вот. И точно так же плетем дальше. Вот. И точно так же идем на обратную сторону. Напоминаю, это у меня вариант тогда, когда стоечки будут сразу подниматься на стенки. Сейчас мы еще проплету один вот до конца квадратика, грубо говоря, да, и покажу, что это означает. Вот последний, третий.
Вот. И третий наш виточек. Вот. Все. Вот у нас раз, два, три, раз, два, три, да? Теперь покажу, что в данном случае у нас получается. Вот и такое донышко у нас получилось. Значит, эта стойка у меня идет вот на одну сторону. Да, вот мы поднимаем. Вот, снова мы подняли, подняли, еще раз подняли, да, вот. И это идет на угол. Это будет подниматься. Это будет подниматься. Здесь одна. Вот, одна. И здесь вроде как две, да? Вот. Можно что сделать? Я беру еще одну трубочку и просто добавляю вот так вот. И у меня что получается? Здесь 3 угол. Вот уголочек будет. Здесь поднимется одна, здесь поднимется одна. И вот здесь вот поднимется вот эти две, образуя угол. Но в любом случае я буду еще сюда добавлять по одной трубочке. Для чего? Для того, чтобы сам уголок, вот, он был как вот треугольничек, да, вот 3 трубочки вместе собрать. Вот это будет ребро прямоугольника или квадрата, что вы там плетете. Поэтому и здесь я буду добавлять, чтобы у меня здесь было тоже вот ребро. Вот так вот я и плету. И как поступаю дальше? То есть, как я говорила, что это будет обычное прямоугольное донышко. Без оплетания по кругу. То есть, я подставляю себе трубочку вот так вот. В любом месте. И сразу, вот видите, я подставила, да? Поднимаю стойку. И начинаю оплетать. То есть это угол. Вот. И я плету сразу на... То есть вот, я не оплетаю по кругу, а вот обычно, ну, то есть сразу подняла, да, и плету. Все, вот так вот. Это для того... Ну, как бы, это вариант для того, для ленивых, я бы так сказала. Ну, опять же таки, у кого какие вкусы. Кто-то может оплетать по кругу еще. Но это добавит вам по ширине со всех сторон еще сантиметры. Я сделаю еще отдельное видео на оплетание по кругу. И вот так вот мы проплетаем. Что у нас в итоге получается вот сбоку? Вот сбоку, вот так вот стойки. Вот поднимаются сразу. Вот у нас будет угол. Вот. И вот так по кругу я потихоньку и оплетаю наш или квадрат, или прямоугольник. То есть кому как. Во втором рядочке я уже добавлю еще сюда по... Я уже не буду идти дальше, да, то есть я показала основное. То есть это вот на один квадратное или прямоугольное донышко на одинарных стойках с поднятием стоек без оплетания по кругу. Вот это и есть такой вариант. Можно вот так плести. Я еще отдельно сниму видео по поводу оплетания по кругу. То есть мы точно так же сплетем, да, и я покажу моменты оплетания по кругу. Все, кому было полезно видео, если что-то будет непонятно, вы задавайте вопросы, спрашивайте, я на все ваши, будем так говорить, пожелания, либо вопросы я с удовольствием отвечу. Всем спасибо, что были со мной. Пока-пока. Не забывайте пальчики вверх.